Всем доброго дня, дорогие мои подписчики, уважаемые гости моего канала. С вами Натали Таро. И сегодня я проведу для вас расклад на тему чувства, мысли и действия партнера на загаданный вами срок. У нас с вами будет 5 вариантов. Определяйтесь, пожалуйста. Первый вариант Таро Золотое универсальное. Второй вариант Таро 78 дверей. Третий вариант Таро Клеопатры. Четвертый вариант Таро Колесо года. И пятый вариант Таро Универсальный ключ. Определяйтесь, люди дорогие. Ну и мы будем начинать. Итак, вариант номер 1 и ваша колода Таро Золотое универсальное. Загадывайте, пожалуйста, партнера, загадывайте, пожалуйста, срок. Понятно, что многие загадают буквально вот пару дней до Нового года, но тем не менее, давайте будем смотреть на реальность, будем с вами больше реалистами. Давайте посмотрим, ну, где-то месяцев до 3. Итак, чувства, мысли, действия партнера на загаданный вами срок. Особо хочу поблагодарить тех из вас, кто сделал донаты по той ссылке, которая указана в описании. Благодарю вас за вашу помощь, за вашу поддержку моему каналу. Мне это очень приятно. Итак. Чувства, мысли и действия партнера на загаданный вами срок. Давайте теперь, люди дорогие, будем уточнять. На чувства у нас с вами падает 9 кубков. Карта очень хорошая, очень позитивная, говорит о том, что у человека к вам чувства есть, даже если на данный момент ваши отношения на паузе. Здесь все равно присутствуют чувства. Мы сейчас говорим о его чувствах. Давайте рассмотрим поподробнее, что с его чувствами. Ну, смотрите, девочки, здесь сейчас ситуация такова, что на данный момент времени человек и хотел бы проявлять свои чувства, но ситуация, которая у него сейчас сложилась, и вот, скорее всего, между вами такая вот она замороженная, она никакая, она никуда не двигается. Он ничего не делает, никаких шагов навстречу вам. Сидит и занимает выжидательную позицию, но при этом и в мыслях, и в чувствах он готов вам давать внимание, давать время, давать, не знаю, подарочки, может быть, какие-то. Если здесь идет речь о том, что у вас на Новый год будет встреча, то, скорее всего, что человек действительно собирается вам преподнести какой-то презент на Новый год. Давайте теперь посмотрим мысли. На мысли у нас ложится с вами старший аркан влюбленные, который говорит нам и о чувствах одновременно, о том, что человек в первую очередь самим собой честен в этих чувствах. Это очень важно. Иногда люди боятся себе в этом признаться. Ну и, конечно же, здесь у нас идет ситуация выбора, особенно если ваш партнер не свободен. Ну, девочки, смотрите, что по мыслям. Тем из вас, у кого пауза, у кого мужчина повел себя по-идиотски, поставив какое-то многоточие, да, вот вдруг исчезнув, ничего не объяснив. Когда мужчина взял на себя такую вот ответственность решить за вас двоих, не спросив вас, что бы вы хотели, да, в этих отношениях, закончить, продолжать, каким образом. Он взял на себя ответственность, он исчез таким образом. Хотите вы этого или не хотите, вы играете в его игру.
Вы находитесь в тех условиях, в которые он вас поставил. И вот здесь вот, девочки, несмотря на паузу, несмотря на все возможные проблемы у вашего мужчины, которые могут быть, несмотря на все это, он думает, вернее, чувствует и думает, как бы восстановить мир. Как бы восстановить мир, как бы объявиться, как бы приехать, потому что по тузу жезлов здесь плюс ко всему еще страсть, плюс ко всему еще желание сексуальное, желание близости с вами, желание увидеть вас и, конечно же, помириться. Вот человек сейчас в мыслях, он думает, как бы это сделать. Скорее всего, что у многих здесь отыграется элементарное сообщение в WhatsApp или в каких-то там соцсетях. И скорее всего, что это будет такое сообщение, поздравление с праздником. Ну, знаете, как это будет выглядеть? Якобы он переслал такое же сообщение чуть ли не всем своим контактам. Поэтому как бы вы в этом списке. Ну и, соответственно, ждет, что от вас пойдет ответ и начнется беседа, начнется разговор, который уже позволит ему каким-то образом выйти на примирение, прощупать вас, посмотреть на вашу реакцию, как вы настроены, как вы относитесь, и может ли он дальше вести этот разговор и уже смотреть, может ли он вывести всю эту ситуацию на примирение. Ну и давайте теперь посмотрим действия. На действие у нас выпадает Верховный Жрец. Девочки, Верховный Жрец на действие такая очень, очень интересная карта. Сейчас уточнимся. Ну да, вот, собственно, то, о чем я и хотела сказать, что если, девочки, вы ждете от данного мужчины действий в ближайшее время, в тот срок, в который вы загадали, действий не будет. Человек погряз в своих каких-то проблемах. В большинстве своем эти проблемы могут оказаться семейными, если вы спрашиваете о несвободном партнере. Проблемы могут быть финансового плана, увольнения с работы, все что угодно. И вы знаете, вот человек здесь пришел сейчас к той точке, когда думает, что момент был упущен. Вот несмотря на мысли, да, которые у него есть, что он хотел бы и восстановить общение, и помириться, действий здесь от данного человека в ближайшее время ожидать не стоит. И вот у нас на дне колоды с вами аркан Шут, который говорит о том, что человек на действия здесь, к сожалению, не, ну, не сподобится, не сможет он начать действовать. Его удерживает абсолютно все, от каких-то своих личных проблем до каких-то страхов, как будет это все воспринято, а нужно ли это делать. Человек до сих пор находится еще в том состоянии, когда он для себя решает, будет он что-либо предпринимать или уже, как говорится, все, да, пациент скорее мертв, чем жив, и поэтому уже больше делать ничего не надо. Отношения уже, скорее всего, здесь закончились, как он думает. И поэтому он лежит и ждет. И ждет он неизвестно чего, не знаю, может, второго пришествия ожидает. Ну, давайте все-таки перед праздниками у нас, давайте посмотрим, а позже загаданного срока стоит ли ожидать действий от данного партнера? Позже загаданного срока. Да, девочки, а вот позже загаданного срока, ну, я не знаю, насколько вы загадывали, но скажу примерно уже, скорее всего, ближе к весне, что-то здесь, да, и произойдет у данного мужчины. Он, он наконец-то пойдет за своими мыслями, очень-очень медленно будет притворять их в жизнь. Но на данный момент, вот на тот срок, который вы сейчас загадали, если это к Новому году или это, допустим, в течение новогодних праздников, то здесь, скорее всего, навряд ли. Поздравление от него прийти может, но не более того, чтобы вы просто не ожидали
каких-то очень таких активных действий, того, что там приедет, обнимет, поцелует. Здесь это, скорее всего, навряд ли произойдет, хотя понятно, что и ему тоже очень хочется, это тоже его мечта, и по тузу жезлов, и близости хочется, и всего. Так что, девочки, здесь пока что ваш мужчина еще на действия не решится. Ну, вот такой вот первый вариант. Отписывайтесь в комментариях, у кого как проигрывается, девочки. Благодарю вас. Ну, а мы идем дальше. Вариант номер 2 и ваша колода. Таро 78 дверей. Итак, чувства, мысли, действия партнера на загаданный вами срок. От всей души благодарю вас, дорогие мои, за то, что вы сделали мне донаты на канал, на развитие канала, на поддержку канала. Как ваша благодарность мне за мою работу. Я очень вам за это благодарна. Девочки, мальчики дорогие. Итак, вариант номер 2. Чувства, мысли, действия партнера на загаданный вами срок. Итак, чувства, мысли и действия партнера. Ну, давайте теперь будем разбирать, девочки, чувства. Смотрите, старший аркан звезда, он однозначно говорит о том, что у человека мечта, у человека действительно такая вот, знаете, можно сказать, несбыточная мечта, как он ее видит. И он понимает, что даже если сейчас ситуация, а у многих здесь отыграется больше разрыв, чем пауза, либо пауза, которая затянулась чуть ли не на год, месяцев 10. Здесь человек, несмотря на то, что держит ваш образ, чувствует тягу к вам, чувствует близость к вам. Вы знаете, на душе, ну я бы так сказала, плачет он. Плачет, потому что не знает, что он делает. У многих здесь отыграется, что мужчина ушел к другой, ну, на некоторое время, да, то есть произошел какой-то разрыв. Это может касаться как и семейных пар, так и тех, кто был просто в отношениях. Но вы знаете, по чувствам, девочки, по рыцарю кубков скажу, что мужчину все равно к вам тянет. Есть некая ностальгия очень сильная и очень сильное желание снова окунуться вот в то, что было. Потому что ведь то, что было по старшему аркану звезда, оно было неплохое. Оно было неплохое, оно было действительно хорошее, было много хорошего. Было много чего такого, что у него, допустим, нету сейчас в тех отношениях, в которых он находится. Поэтому по чувствам, девочки, несмотря на всю тоску, несмотря на всю какую-то боль от расставания, от этой паузы тяжелой, все равно по чувствам у него действительно ностальгия. Ему хотелось бы снова и снова окунуться с вами в то, что было. Давайте посмотрим, что у нас в мыслях. Старший аркан Отшельник. Смотрите, у нас еще раз даже на мысли ложится шестерка кубков, которая тоже можно трактовать ее как такой вот аркан ностальгии. Человек, вы знаете, в мыслях думает, а может быть стоит вернуться, а может быть стоит попробовать. Ведь было же все, и было неплохо. Было по-разному, скажем так. Но вот сейчас наступает тот период, когда у человека уходят на второй план мысли, скажем так, не очень хорошие, да, вот там она такая, она зараза, она меня не ценила, она мне так плохо делала, она тут со мной не считалась. Вот такие мысли сейчас у него начинают уходить на второй план, и на первый план все-таки выходят вот эти вот хорошие воспоминания, которые и подвигают его к тому, чтобы
подумайте действительно, а может быть, стоит вернуться. И вот знаете, здесь вот по отшельнику, вот в этой колоде прям очень четко это прорисовано. Смотрите, ему даже высшие говорят, попробуй, попробуй, посмотри. А он отворачивается, не хочу, не хочу. Ну вот это вот не хочу, это оно все еще сейчас под влиянием эм, вот этих мыслей, которые причиняли ему боль, которые, собственно, и заставили его сделать тот шаг, который он сделал, да, то есть пойти на разрыв с вами, пойти на уход из этих отношений. И вот сейчас вот снова и снова эти мысли появляются. И на действие, смотрите, у нас с вами ложится двойка кубков. Девочки, давайте уточним эту двойку кубков. Особое внимание тем, у кого мужчина здесь проходит по воздушной стихии. Это близнецы, весы и водолеи. Смотрите, девочки, на действие двойка кубков, король мечей, король кубков, который вот действительно человек, который был зол, который был закрыт, вдруг начинает раскрываться. И смотрите, по рыцарю пентаклей отправляется в путь. Здесь однозначно под действием девочки мужчина начнет думать о том, чтобы вернуться, о том, чтобы объявиться, о том, чтобы дать о себе знать каким-то образом, о том, чтобы появиться у вас на пороге, возможно, у кого-то с разговором, возможно, у кого-то с подарком, у кого-то с предложением. Давай попробуем еще раз. Я не могу без тебя. Дай бог, чтобы это отыгралось, девочки. Второй вариант. Смотрите, здесь это подойдет как и для тех, кто был в семейных отношениях, так и для тех, у кого были долгосрочные отношения. Подчеркну, потому что здесь четко читается ситуация именно отношений с историей, которые прошли не один год. Здесь никак не новые отношения, которые были полгода. Вот, так что, девочки, смотрите, дай бог, здесь все должно отыграться. Мужчина наконец-то должен выйти из какого-то кризиса своего, из какого-то такого пике. Ну и действительно подумывает о том, что, может быть, действительно стоит объявиться и хотя бы поговорить, потому что сейчас выходит на первый план ностальгия, воспоминания о хороших моментах ваших встреч. И это, конечно же, делает свое дело и, возможно, подвинет его на более быстрые действия. Ну, давайте, девочки, отписывайтесь в комментариях, у кого как проигрывается. Второй вариант. Дай бог, чтобы все здесь у вас было хорошо. Ну, а мы идем дальше. Вариант номер 3 и ваша колода Таро Клеопатры. Итак, чувства, мысли, действия партнера на загаданный вами срок. Девочки, мальчики мои дорогие, всех благодарю за донаты, кто послал. Спасибо за то, что поддерживаете мой канал, за то, что оцениваете мою работу таким образом. Я очень вам благодарна. Ссылка, по которой можно отправить донаты, находится прямо возле тайм-кода. Итак, вариант номер 3. Итак, чувства партнера, мысли партнера и действия партнера на загаданный вами срок. Ну, девочки, мальчики, давайте разбирать. Итак, что у нас по чувствам? Чувство у нас ложится старший аркан Мир, который говорит, в принципе, что всю гамму чувств этот человек по отношению к вам испытывает. Что значит всю гамму? То есть от отрицательных до положительных. Абсолютно все присутствует. Влюбленные. Пятерка кубков. И семерка мечей. Ну, девочки, смотрите, что здесь по чувствам. Ну, сразу скажу, здесь отношения, которые
претерпели, скажем так, недавний разрыв, вот буквально недавний, все еще очень свежо. Здесь отношения, которые, скорее всего, у большинства из вас отыграются любовным треугольником или четырехугольником. И здесь отношения, которые, ну, скажем, строились на некоем обмане. Вы, возможно, не все говорили мужчине, мужчина, возможно, не все вам рассказывал. Возможно, здесь был обман с вашей или с его стороны для того, чтобы были совместные встречи. Возможно, здесь произошел скандал из-за ревности. Возможно, мужчина заподозрил вас в измене. Здесь может отыграться абсолютно любой вариант вот обмана в отношениях. Либо он вас, либо вы его, либо вы оба друг друга здесь могли. Ну, обманывать, знаете, это не всегда говорить правду, да, не рассказывать всего. Возможно, что многие из вас, конечно, скажут, что мужчине нечего знать там прям все. Но, тем не менее, по чувствам здесь читается и обман, и хитрость. Возможно, что кто-то кого-то здесь использовал, да, мы уточнять не будем, каждый из вас знает свою ситуацию лучше, но поскольку здесь четко проходит тема выбора треугольника или четырехугольника, то в принципе понятно. И, кстати, из-за этих отношений либо у вас, либо у вашего партнера могли начаться проблемы в основных отношениях. Так что здесь по чувствам, девочки, все очень и очень сложно. Очень сложно по чувствам. Вот действительно, знаете, вот мир правильно показывает. Это вся гамма от резко отрицательных до каких-то резко положительных. И нет баланса. Вот эти чувства у него движутся не как-то плавно, а вот резко, буквально, да. Сегодня одно, завтра другое. Там сейчас люблю, через час ненавижу, пошел он куда подальше. То есть кидает, скорее всего, здесь и вас, и вашего партнера, именно по аркану влюбленные. Могу сказать, что вас обоих здесь действительно вот так вот по чувствам сильно штормит. Давайте посмотрим, что по мыслям. Здесь выходит старший аркан справедливость. Давайте посмотрим, уточним его. Что же за справедливость-то такая, да, которая шутом начинается с восьмеркой жезлов? Особое внимание здесь девочки, чей партнер проходит по огненной стихии. Это овны, львы и стрельцы. Ну, смотрите, что у него в мыслях. В мыслях желание доказать свою правоту, если необходимо приложить максимум усилий, вплоть до того, чтобы ругаться, вплоть до того, что если здесь идет речь о семейной паре, вплоть до суда, доказывать свою правоту. Здесь по большей части, вот мужчины огненных знаков, да, но по большей части все-таки это коснется мужчин-стрельцов. Они просто вот готовы рвать и метать для того, чтобы доказать свою правоту и наказать того, кто виноват. То есть вот все, буквально, я не знаю, здесь человек взял разгон на то, чтобы выяснять отношения и на то, чтобы, конечно же, вас каким-то образом проучить. Вот если сейчас здесь у нас разговор шел о подозрениях вашего партнера на вашу измену, на то, что у вас кто-то другой есть, если из-за этого произошел весь конфликт, то, конечно же, здесь мужчина очень хочет вас проучить и доказать вам, что он сильнее, он главнее и будет так, как он скажет. Но смотрите, действия здесь, конечно, разгон тут, он в мыслях, он уже где-то там несется, неизвестно где.
А вот по действиям, смотрите, он не особо-то и торопится. Здесь у нас четверка пентаклей, которая говорит о том, что все-таки ситуация еще активно развиваться не начала. Давайте сейчас уточним эту четверку, посмотрим. Ну, здесь, смотрите, девочки, партнер, конечно, очень зол, он готов рвать и метать, но, опять же, это все внутри, под действием, на загаданный вами срок. Особых действий здесь не предвидится. Человек, ну, скажем так, вся его сила ушла вот в эти разборки и вот в построение вот этой какой-то схемы действий на будущее. И на данный момент сейчас он ничего не может сделать. Но при всем при этом он четко знает, что даже с такой задержкой он выходит победителем в данной ситуации. Он сделает, то есть он объявится, он придет, он будет там устраивать допрос, устраивать разборки, выяснять отношения. Единственное, что здесь хорошо для вас, девочки, что вот есть вот эта задержка на некоторое время, она позволит ему немного остыть. И потом, когда у вас уже появится возможность встречи, разговор уже будет идти больше о чувствах. То есть если сейчас только эмоции у него кипят, и вот если сейчас с ним начать разговаривать, то это будут действительно только вот чисто эмоции, чисто крики, чисто выяснение отношений. А через некоторое время уже пойдет речь о чувствах. И вот это вот будет, в принципе, самое важное, поскольку здесь чувства-то у мужчины, видите? Видите, какой огромный спектр? Вот именно о своих чувствах он будет говорить, вот когда объявится. Объявится он, скорее всего, здесь чуть больше, чем тот срок, который вы загадали, потому что пятерка пентаклей говорит о том, что здесь время может немножко затянуться по каким-то причинам, абсолютно может быть не связанным с вами. Ну, смотрите, нужно здесь понимать, что вы имеете дело с очень эмоциональным человеком, который сначала будет что-то говорить, только потом думать, что он сказал. Поэтому вот эта пауза, которая сейчас между вами, она как раз вам на пользу. Почему вам? Потому что в момент вашей встречи уже будет идти чистая информация, а не взболтанная буря в маленьком стакане воды из его эмоций, криков и всего прочего. Ну, девочки, давайте сейчас еще здесь уточнимся одной картой. Да, особенно будьте внимательны, это коснется тех из вас, девочки, кто проходит по воздушной стихии, то есть сама является близнецом, весом или водолеем. Вот партнер огненного знака, а вы воздушного. Здесь это вас коснется очень, скажем, больше, чем всех остальных, кто выбрал третий вариант. Именно потому, что разговор будет касаться уже очень судьбоносных каких-то решений. Именно принятие решения. Здесь партнер будет настаивать на принятии какого-то решения, чтобы все было по справедливости. Человек здесь будет отстаивать именно справедливость. Не столько свою какую-то выгоду, либо вашу, сколько справедливость. Вот такой вот третий вариант. Девочки, отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, у кого как проигрывается. Ну, а мы идем дальше. Вариант номер 4 и ваша колода Таро Колесо Года. Я благодарю вас всех, девочки, мальчики мои дорогие, за те донаты, которые вы мне послали на поддержку канала, на развитие канала, в качестве оценки за мой труд, да. Кому из вас нравятся мои расклады, я очень благодарю вас за донаты. Ссылка находится возле тайм-кода. Отправить вы можете абсолютно любую сумму, которую можете, которую посчитаете нужным.
Так что, пожалуйста, воспользуйтесь этой ссылкой. Я очень вам всем благодарна за это. Итак, чувства, мысли и действия партнера на загаданный вами срок. Итак, чувства, мысли и действия партнера на загаданный вами срок. Ну, давайте будем разбирать. Итак, что у нас по чувствам? Ну, человек скучает. Здесь это однозначно. Человек скучает. Здесь читается между вами разрыв, пауза. Здесь читается между вами расстояние, которое уже довольно-таки длительный период между вами находится. Ну и по чувствам, девочки, здесь, конечно, несмотря на то, что, возможно, и вы были инициатором разрыва отношений, несмотря ни на что, в чувствах у мужчины к вам до сих пор страсть, до сих пор действительно очень нежные чувства, очень такое теплое отношение, несмотря на всю боль, которая здесь проходит от разрыва, от этой паузы, от этого расстояния, которое между вами есть. Чувства у человека присутствуют. Человек очень скучает, человек о вас постоянно думает. Можно сказать, даже 24 часа в сутки. Ну, давайте посмотрим, что в мыслях у человека. Ну, девочки, смотрите, в мыслях, конечно, хотелось бы, чтобы снова все вернулось как было, чтобы снова восстановились отношения, в которых было удовольствие и для него, и для вас. Человек думает о том, что все-таки пройдет какое-то время, ситуация должна будет каким-то образом поменяться, что-то должно будет произойти. Ну и, конечно же, если, девочки, вы здесь в четвертом варианте сама были инициатором разрыва, то, конечно же, мужчина, ну, скажем так, до сих пор в мыслях своих это прокручивает, до сих пор недоумевает, что же такое произошло, что вы вот так вот разорвали эти отношения. Неужели то, что случилось, было настолько серьезным и настолько страшным, что вы решились на то, чтобы поставить точку? То есть вот в мыслях мужчина все еще никак не может это переварить, не может это понять и не может этого принять. Но смотрите, на действие у нас падает шестерка жезлов. Давайте уточнимся. Ну, девочки, в загаданный вами срок особо активных действий от мужчины ждать нет смысла. Мужчина все еще раздумывает, он знает четко, что когда бы он к вам не пришел, вы его примете, потому как в вашем сердце только он, потому как в вашей жизни может быть только он. Несмотря на то, что произошло, все еще можно будет восстановить у человека какие-то мечты по этому поводу. Человек все еще думает, все еще надеется, но при этом активных действий никаких предпринимать не будет, поскольку ждет их от вас. Тем более, если вы сами были инициатором разрыва. Он здесь все еще верит и все еще надеется на то, что не пройдет и полгода, как вы снова объявитесь, как вы снова ему напишете, как вы снова ему позвоните и скажете: ты знаешь, я соскучилась, давай встретимся. И тогда он понесется к вам на крыльях любви, да. Ну вот такие мечты у человека здесь. Сам он проявляться не будет. Ну, я бы не сказала, что он таким образом проявляет какую-то свою гордость. Скорее всего, он просто хочет донести до вас таким образом, что вы ему сделали очень больно и что он обиделся, да. Не подходи ко мне, я обиделась. Вот так вот примерно он хочет вам это показать. Ну и, конечно же, здесь ждет действий от вас. На дне колоды у нас семерка жезлов, выстраивает какую-то оборону, по большей части, скорее всего, психологическую, чтобы
Хотя у него это не очень получается, девочки, да, потому что если человек думает о вас постоянно, если вы у него в чувствах сидите, если у него к вам страсть, то, конечно же, это очень сложно обороняться. Фактически он воюет сам с собой, пытается обороняться сам от себя. Но здесь, повторюсь, у него это не очень-то и получается. Вот такой вот у нас с вами 4-й вариант. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, у кого как проигрывается. Ну, а мы идем дальше. Последний вариант. Вариант номер 5. И ваша колода Таро универсальная. Девочки, мальчики, благодарю вас всех очень за донаты, которые вы мне посылаете на развитие канала, на поддержку канала в качестве платы за тот труд, который я здесь для вас делаю. Благодарю вас, очень благодарю. Итак, чувства, мысли и действия партнера на загаданный вами срок. Чувства, мысли и действия партнера. Ну, люди дорогие, давайте разбираться, что у нас по чувствам. А по чувствам здесь у нас человек, ну, как бы так, чтобы помягче сказать. С одной стороны, самодур, который считает, что абсолютно все ему подвластно, и что бы он ни захотел, он этого сможет добиться. Неважно каким путем, вот буквально по щелчку пальца он абсолютно все получит. Но вы знаете, он здесь от вас сейчас закрывается, здесь читается очень долгая пауза у вас в отношениях, здесь читается у некоторых даже, возможно, и разрыв, уход мужчины из данных отношений. И здесь читается, знаете, такое поведение, когда вдруг, если он в городе вас где-то встретил, может пройти, сделать морду кирпичом, типа он вас вообще не заметил, и это не вы, и он вас не узнал. Вот. Ну, потому что человек от вас здесь закрывается. Даже если вы пытались вызвать его на разговор, может быть, какую-то там смс-ку посылали или еще что-то, ни ответа, ни привета. Абсолютно человек погружен в себя, в свои какие-то переживания. Именно переживания, вот я бы сказала так, потому что здесь у него сейчас идет активное жаление себя любимого. Вот мне так плохо, вот мне так не повезло, вот так случилось, и у меня теперь тут плохо, и у меня теперь тут плохо, и ничего у меня не получается. И во всем, конечно, она виновата, само собой разумеется, да, ну, как обычно, собственно. Не новость для вас, девочки. Вот, так что здесь мужчина закрыт и по чувствам тоже закрыт, хотя, опять же, повторюсь, по магу он считает, что абсолютно все ему подвластно. И если он захочет, он снова сможет сделать так, что вы в него влюбитесь, и опять будете любить, и опять будете за ним бегать, и все такое прочее. Давайте посмотрим, что у него по мыслям. Ну, девочки, в мыслях опять же ностальгия. Здесь однозначно человек ушел. Причем, вы знаете, он ушел не только физически, он ушел и морально. Он пытается отвлечься, он пытается уйти в работу, он пытается завести какие-то новые знакомства. Здесь не читайте сексуального характера, а большое количество таких друзей, которые, ну, знаете, вот как в соцсетях, там тот лайкнул, с тем переписывался, там оставил комментарий, поржали вместе, все замечательно. Вот он пытается сейчас уйти именно в такое общение, окунуться в работу, чтобы отойти подальше от этой ностальгии. Она его накрывает с головой, девочки. Он ведь не только физически ушел, он и еще, ну, я сказала бы, эмоционально над собой издевается.
он не дает себе возможность вспоминать и наслаждаться этими воспоминаниями. Он себя за это грызет, не позволяет себе даже думать о том, что было. Вот пытается всячески уйти от этой ностальгии, от этих мыслей. Ну и по действиям, смотрите, девочки, здесь выходит правосудие. Давайте посмотрим, что к чему. Но по действиям, девочки, в тот срок, который вы загадали. Даже если мужчина здесь объявится, он объявится с одной лишь целью – для выяснения отношений, чтобы поставить окончательную точку. То есть он, возможно, придет со словами: все, между нами больше ничего быть не может, наши дороги разошлись, я уехал, там ты уехала, все, давай окончательно поставим точку, отпусти меня, потому что ты меня все еще держишь, ностальгия-то его накрывает, он от этого деться никуда не может, мысли все равно накатывают, даже если он пытается уйти в работу, как бы там ни было, там ложиться спать или сидит где-то, я не знаю, в пробке, и хочешь не хочешь, иногда вспоминает и думает. Вот. У многих здесь отыграется, если особенно отношения семейной пары здесь девочки смотрят, и мужчина ушел, то здесь однозначно будет идти разговор о разводе, причем о разводе скорейшем. Мужчина будет на этом настаивать, ну, по каким-то там своим причинам. Но в основном-то причина будет одна, вот настоящая причина. Он хочет побыстрее освободиться. Вот вся его вот эта ситуация, она его очень тяготит. У многих здесь уже появились какие-то новые отношения. Многие здесь уже собираются, решаются на переезд. Здесь может отыграться и другой город, и вообще другая страна. Здесь может отыграться так, что пара расстается, потому что мужчина уезжает на работу за границу, и он приедет, действительно расставлять все точки над «и» и скажет, что я уезжаю, в принципе, я тебя освобождаю, ты свободна, ты не обязана там мне хранить верность, потому что неизвестно, как там дальше сложится. Но то, что здесь мужчина должен объявиться для того, чтобы вот эту точку поставить, это однозначно точно. Обязательно объявится здесь, девочки. Обязательно. Но именно для того, чтобы поставить эту точку. Вот, чтобы прийти и сказать: все. Вот это здесь было все. Девочки, ну, смотрите, здесь мужчина сделал, вот уже сделал свой выбор. Здесь не отыграется то, что он придет мириться. Здесь не отыграется то, что он захочет восстановить отношения. Мужчина здесь очень четко определился. У мужчины здесь уже есть какие-то свои новые планы на свою жизнь, в которую вы, к сожалению, здесь, девочки, пятый вариант, не вписываетесь. И совет здесь по пятому варианту только один. Его надо отпустить. Его надо отпустить, поскольку вот чувствуется энергетика того, что многие из вас надеются на то, что если придет, значит не все еще потеряно. Что, может быть, как-то можно будет попробовать. Девочки, вы знаете, пятый вариант. Здесь мужчина придет действительно поставить точку, чтобы вот эту дверь закрыть, чтобы вот эту страницу перевернуть. Ну и давайте будьте честны сами с собой, что здесь та пауза, которая затянулась, и фактически то, как мужчина здесь ушел, оно, в принципе, вам дало понять давно уже, что здесь точка, что здесь продолжения уже не будет. Возможно, еще когда-нибудь, да, ваши дороги каким-то образом сойдутся, но не на данном жизненном этапе. Все, здесь мужчина готов ставить точку. Неважно, какая у него для этого причина, важно то, что он это решение уже принял. Он это решение здесь уже принял. И по магу, конечно, могу сказать, что он навряд ли здесь свое решение будет менять. Вообще здесь мужчина такой, который, ну, практически никогда в жизни своих решений не менял и привык добиваться всего. И у него это всегда получалось.
Каким путем он это делает, это уже второй вопрос. Ну вот, девочки, смотрите, пятый вариант, конечно, не порадовал, с одной стороны. А с другой стороны, если мужчина ставит точку, значит, вы таким образом освобождаетесь, значит, возле вас энергетически освобождается место для нового мужчины. Ведь вы здесь на данный момент энергетически не свободны. Вы думаете об этом мужчине, его энергия присутствует возле вас. Даже если здесь у вас пауза и расставание, у кого-то 9 месяцев, у кого-то 10, у кого-то год, все равно этот мужчина рядом с вами присутствует. Поэтому другой мужчина в вашей жизни появиться не может, для него нет места. Поэтому вот то, что человек придет здесь ставить окончательную точку, это очень хорошо. Он таким образом вас освобождает. Освобождает место возле вас для того, чтобы в вашу жизнь мог войти новый человек, новые отношения, которые, даст Бог, принесут радость. Пятый вариант. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, у кого как проигрывается. Ну, а на сегодня у нас с вами все. С вами была Натали Таро. Я желаю вам счастья. Увидимся.